Так, ну что же, всем привет. Наверное, надо понять, слышно ли меня. Я могу попробовать наушнички одеть, а могу без них, представляете? Такой интересный момент. Недавно узнал, что еще один мастер покинул эту замечательную планету, точнее, свое тело. Вот, поэтому, наверное, все-таки скажу, что зовут меня Сергей. Я думаю, что те, кто будут смотреть это видео, скорее всего, знают меня. Или как меня зовут, друг, на всякий случай. Я реализованный мастер. Несколько лет назад я вспомнил себя и прекрасно себя чувствую на самом деле. Вот захотелось провести... Приветствую, Ольга. Захотелось провести, такую небольшую серию видео, и вот в этом видео хотелось рассказать немножечко о том, о чем я, собственно, собираюсь рассказывать. То есть такое вот нулевое, можно сказать, нулевая встреча. Вот, привет, Анастасия. Всем привет. Рэм, здорово. В общем, на самом деле все очень просто. Есть просто сознание. Добрый вечер. Есть просто сознание, и это все, что есть. И без него ничего нету, и нет никакого разделения на самом деле. Но для того, чтобы это осознать, иногда нам приходится здесь немножечко подпускать какие-то наши убеждения, которые у нас есть, вот, и чтобы, так сказать, это понять, потому что пока у нас есть убеждение, например, о том, что мы только человек на планете Земля и больше ничего, о том, что вещи происходят именно так, а не как иначе, мы за счет этого не видим больше картины, то есть мы очень сильно сужаем свою перспективу восприятия, и поэтому мы просто как будто ходим по какому-то коридору, вот, и чувствуем себя застрявшими. Но на самом деле мы застряли только потому, что мы на каком-то уровне захотели в это поиграть, и каждый может выйти на свободу из своего коридорчика или коробочки, как кому больше нравится. Вот. И на самом деле есть достаточно большое количество мастеров, будь они реализованы или пока еще нет, но которые выходят, которые уже что-то знают и чувствуют, что они готовы делиться своей мудростью, можно так сказать. Вот. И мне хотелось какой-то немножко не классический подход, наверное, к этому применить. Более легкий, более расслабленный, потому что на самом деле нет никаких правил и нету никакой вообще единой дороги, по которой должны идти обязательно все, чтобы дойти до точки назначения. Абсолютно нет, у каждого абсолютно индивидуальная история. И на самом деле случайных людей, которые увидят это видео, нет. То есть каждый, кто увидел, значит, у него внутри что-то есть внутри, что хочет расширить свое восприятие, да, можно сказать. И вот эта вот дорожка за пределы наших человеческих представлений, она бывает разная. Возможно, я буду делиться какими-то опытами, которые у меня были в моем прекрасном путешествии. Я могу даже поделиться опытом, который произошел у меня прямо сейчас. То, что вот я выложил историю с новогодней елкой и взял и пошел снег внезапно, хотя уже недели 2 или 3, может быть, не ходила там, где я нахожусь. Вот, в общем, все достаточно интересно, любопытно и волшебно становится, как только ты начинаешь расширяться и видеть больше, чем ты привык видеть. Вот, и
та серия эфиров, которая начинается у нас в понедельник, у меня начинается. И у всех, кто захотят к ней присоединиться или посмотреть один или пару эфиров. Вот, она каким образом устроена. Я вот в этой, так сказать, встрече, в этом эфире хотел рассказать немножко про то, как, грубо говоря, построены вот эти вот эфиры, да, что это, о чем это вообще. В общем, как я уже упомянул, есть сознание, и оно включает в себя все, и при этом оно настолько, как бы это сказать, креативное, что оно может создавать разные иллюзии и разные игры, чтобы себя исследовать в разных гранях, в разных мирах, в разных формах. То есть у него безграничные возможности, и оно вот играет, потому что оно может играть. Оно может играть в разные игры. И одна из игр, которую оно захотело играть, это игра разделения, когда оно выделяет часть себя и притворяется, что вот эта часть это одно, а одно это другое. Ну, как бы себя, чтобы, можно сказать, как бы увидеть со стороны. Потому что, прикольно, когда ты... Одно дело, когда ты просто есть, и ты наблюдаешь, и просто, в пустоте еще. Как бы, может быть, скучновато. Вот. А тут, поскольку есть возможность такая, то почему бы не поиграть? Вот, и мы в этой игре тут достаточно давно находимся по нашим линейным меркам. Вот, и мы как будто бы здесь, чтобы вспомнить, кто мы на самом деле изначально есть. И это вспоминание, оно может быть, это, как сказать, не так-то просто, на самом деле, может быть, вот выходить за пределы вот этих своих ограничений, потому что мы, как души, мы здесь жизнь за жизнью проживали, физическое тело, в женском теле, в мужском теле. Понятно, кто-то не верит в прошлой жизни, я не собираюсь никому доказывать сейчас, что они существуют, может быть, в процессе каких-то трансляций, может быть, вы почувствуете это для себя, какой-то новый ответ для себя, или останетесь при своем, это абсолютно нормально, у каждого свое мнение, вот, и приветствую тех, кто присоединился. Виктория, мы настолько привыкли к этим ограничениям, что у нас как будто вообще в нас не вмещается, вот нашу вот человеческую вот эту коробочку, называемую умом, не вмещается вообще, как это может быть по-другому, как это может быть шире, как это может быть... Это настолько любопытно, как будто, можно сказать, что сознание настолько захотело себя вот в этом разделении поиграть, что оно забыло вообще, кем оно является. И это, конечно, просто нонсенс, и это очень забавная ситуация, можно так сказать. А можно сказать, что изнутри этой ситуации она как будто бы, кажется, не очень забавной. Какие-то бесконечные вот эти жизни за жизнью, какие-то страдания, какие-то вот эти вот все совершенно разнообразные истории. Вообще изначально это, пришли мы сюда, чтобы получать удовольствие от этого уникального опыта. Но поскольку мы так давно уже тут, и мы достаточно сильно забыли, кто мы на самом деле есть. И возвращаясь к тому, что у нас начинается в понедельник, трансляции, самого-самого первого уровня. Классическая история, ты начинаешь сначала было слово, и тогда дальше пошли с самого верхнего этажа потихонечку спускаясь вниз к этому физическому уровню. А мне захотелось пойти обратным путем, то есть от физического мира потихонечку подниматься, уровень эмоций, уровень мыслей, уровень каких-то таких уже тонких... Анастасия, понимаю, о чем вы. Возможно, именно поэтому вы здесь. Страдание не обязательно в условиях физической реальности, в условиях проживания человеческого опыта. Это я могу сказать точно, на своем опыте абсолютно можно жить прекрасную жизнь, восхитительную, легкую, игривую. Лилия, которая тоже присоединилась к трансляции, прекрасно осведомлена об этом. Даже может что-то тоже об этом рассказать. И рассказывает об этом у себя там ВКонтакте, например. И так здорово, что можно выйти. Привет, Лилия. Добрый вечер. Можно выйти за пределы этих ограниченных наших, очень сильно натоптанных троп,
которые как будто бы настолько сильно мы уже их знаем, что мы как будто бы привыкли верить, что мы вообще кроме, грубо говоря, страданий ничего не может быть. Вот абсурд просто полный, уже приехали, что называется. Вот. И абсолютно не так, абсолютно мы пришли сюда, чтобы чувствовать, и это сейчас все больше и больше открывается, и вот сейчас, эта весна, время, когда вот как будто бы вот какой-то сдвиг уже начался, чтобы уже в конце концов вспомнить. Конечно, многие уже живут в этом, и это здорово. Есть разные нюансы просто, и у каждого свое путешествие, и это на самом деле невероятно красиво, и вот так мне захотелось построить эти трансляции, чтобы потихонечку от физического, эмоционального, ментального, астрального, эфирного, чтобы, как бы это ни называлось, я немножко буду рассказывать о том, как я это воспринимаю. На самом деле информация-то это и есть, там, Сэл Рэйчел, человек многомерный, там, скорее всего, какие-то мастера рассказывают об этом. Мне захотелось просто в авторской манере, в своей, как поделиться, как тем, чем я могу поделиться как мастер. Я могу поделиться, парень, не хочешь немножко мудрости. Вот. С радостью захотелось почему-то это сделать, потому что почему нет, я могу это сделать. Вот, это, собственно, немножечко было о структуре, в том плане, что вот от физики и дальше. И, ну, как бы, вот основные, это будет 7 встреч с 1 по 7. Первая начнется в понедельник, вторая будет во вторник через неделю, третья в среду и так далее. Соответственно, 7 будет в воскресенье. И это как бы вот семерочка, это такая вот у нас, кстати, вот семерочки, если нумерологи есть в чате, вот. 20, 23, 2 плюс 2 плюс 3 будет 7 как раз. Вот, и в итоге плавно вот эти слои рассматривая пристально, вот от физического, эмоционального, ментального, когда ты в них вглядываешься, ты видишь, что на самом деле они в основе-то своей, когда ты их действительно позволяешь, не защищаешься от них, не закрываешься от них, пытаясь вот это разделение выстроить барьер, а действительно позволяешь, грубо говоря, погрузиться, увидеть это ясно, ты понимаешь, что да, это же все просто вот такая вот игра интересная. Вот, это очень классно, невероятный опыт. Приветствую, Константин. Вот, поэтому я всех приглашаю. Я буду очень-очень рад просто делиться, просто кайфовать и просто наслаждаться, потому что мы пришли сюда наслаждаться жизнью на самом деле. Просто это настолько сильно забыто, что как бы, ну, все страдают, и я страдаю тоже. А что еще делать? А что, так можно? Вот это вот, как будто заевшая вот эта тема, ну, почему-то вот тема страданий, как бы упомянули о них, поэтому вот они это... Можно жить в кайфе 24/7, прекрасно наслаждаться жизнью. Вопрос к вам, а не будет ли у вас такое закрадываться, что же все страдают, а я один тут буду кайфовать? Но с другой стороны, что вы, овечка в стаде, или вы совершенно самостоятельный человек, который выбирает свою судьбу, выбирает, что ему проживать, как. Вот выбирайте. Собственно говоря, все варианты есть. И ваша свобода выбора как бы у вас останется всегда. И это очень здорово. И это кайфово. Вот просто, если хочется, может задать какие-то вопросы. Вот прям максимально кратко я рассказал. После 7 встречи будут еще дополнительные. Это уже про чистое сознание и то, как оно... Это уже такое продвинутый левел, возможно, это будет уже больше для мастеров даже интересно, да, чтобы вот остаться здесь, потому что интересно, вот когда у нас физика, да, и 7 уровней, грубо говоря, это база. Многие живут в осознании там плюс-минус своего ума, иногда эмоций и тела. Вот, кто-то уже немножечко сны иногда видит, не так сильно устает на работе, чтобы еще видеть какие-то сны. И то есть большинство людей живет очень вот в материальном, так сказать, спектре, можно сказать, опытов. Вот, и такое слово, например, как энергия, уже, ну, как бы нефть сжигают, энергия будет, да, или реакция химическая. Вот, это уже все, как бы, их край. И поэтому просто я предлагаю постепенно в легкости, просто в кайфе, на самом деле сидеть и просто вот как, я не знаю, как с друзьями вы сидите, например,
и что-то обсуждаете. Вот я на самом деле сейчас сам с собой же говорю, потому что я прекрасно знаю, что кроме меня никого нет. Но также вы смотрите себя, каждый из вас, каждая из вас, да, если в женском роде, в мужском роде. Вот, и это очень интересно. Вот и сначала это так странно, потому что наши же глаза видят, что вот это я, мое тело, а вот это мой телефон, а вот там еще картиночки я вижу, это значит, кто-то меня смотрит. А на самом деле разделения нет. И получается, что это все я, и все это меня внутри происходит. Это, конечно же, взрыв мозга. Ну, добро пожаловать. Вот. Но на самом деле все очень здорово и все очень интересно. И многие уже на эту перспективу перешли, когда уже ты не воспринимаешь себя как отдельное, да, от того, что ты воспринимаешь, а многие уже начинают вот это вот осознавать, что вот эта ограниченная человеческая перспектива, она на самом деле вообще не обязана быть правильной. Вот. Но начнем мы постепенно. В понедельник физический мир, я думаю, всем будет, ну, всем известен физический мир, да, вот, поэтому потихонечку эмоции тоже многие проживают разные. Вот, как бы мысли тоже понятно. То есть вот эти вот циклы трансляции устроены таким образом, что сначала будет попроще, и постепенно вот эти вот базовые 7 уровней от физической материи до чистого сознания, которым мы все являемся, на самом деле, опять же, я это знаю по своему опыту, я никого на самом деле не хочу убеждать, потому что зачем? Как бы я просто предлагаю, как бы, вот делюсь своей перспективой, да, и вот предлагаю тоже со мной поисследовать вот этот вот. Я сам провел личное исследование, можно сказать, и можно сказать, что каждый проводит свое личное исследование. А может быть, кто-то сейчас только подходит к тому, чтобы узнать, что же там вот в этих атомах, вот в этих физических, в телефоне или в компьютере, или где-то в столе, что же там в них есть, что же их держит вместе, как же они... Удивительное дело, и, ну, я надеюсь, что я не буду говорить много про науку, потому что это иногда бывает несколько занудно, но даже ученые в прошлом году по физике дали Нобелевскую премию за то, что кто-то вольно переводит как «реальность нереальна». Вот, то есть мы приехали, потому что ученые это очень такие как раз умные ребята, которые очень четкие, конкретные в плане прямоты мысли, вот, очень дотошные, вот, и если уж они даже дали главную научную премию за то, что на самом деле в принципе квантовой реальности, да, квантовой механики, квантовой физики, в общем, это все в 20 веке сформулировано было, и теория осознанно, ну, обсчитана и так далее, и так далее. Куча экспериментов. Короче говоря, чтобы сильно не грузить, в общем, даже уже ученые пришли к тому, что, ребята, походу, все-таки результат состояние сознания влияет на результат эксперимента. Бинго! Действительно, кому-то надо было просто это самое, что там, я не знаю, спецоперацию начать, и вот все сразу началось. Но я не буду, постараюсь вообще к политике не подходить, потому что это все, на самом деле, то, что сейчас происходит, это, ну, грубо говоря, чтобы новое пришло, старое должно уйти. А старое уходить не хочет, потому что оно плотно присело, как бы, ему хорошо. Зачем мне уходить? Ну, я не знаю, вот эти вот фильмы про то, что когда-то у людей будет бесконечная жизнь, да, и вот богатые смогут продлять жизнь. Они там просто убивают своих детей, потому что там чувак живет там 100 лет, 200 лет, 300 лет у власти, потому что ему технологии, да, там лекарства, все что угодно, ну, позволяет продлевать жизнь. А у него тут наследники родились, и они, может быть, тоже хотят поправить, типа, и... То есть, короче говоря, старые игры, они просто игрались на этой планете очень-очень-очень-очень долго, и они, ну, к ним уже настолько, на самом деле, все отвыкли, что в них так много играли, да, и вроде все такими стали вежливыми, все такие стали приличными, амбиции-то у некоторых людей остались. И то, что сейчас происходит, и то, что в это удивительное совершенно время мы все здесь, это очень, ну, невероятно. И каждый внутри себя, осознавая просто свою истинную природу, может привносить изменения сначала в свою реальность, и только в свою, потому что он на самом деле только в своей живет. И потом это как круги на воде,
Была такая песня, но она грустная. Вот. А здесь, как круги на воде, такие уже, как круги сознания, они могут отражаться и в реальности его окружения. Могут и не отражаться. Ну, в конце концов, каждый делает для себя. Я эту трансляцию, можно сказать, делаю для себя. Ну и для тех, кто меня слушает. Хотя я помню, что те, кто слушает, это тоже я. Вот такая вот интересная история. Вот, что еще я могу рассказать? Я могу говорить, мне кажется, бесконечно. Если вдруг у кого-то есть какой-то вопрос, можете задавать легко. Вообще, ну, я немножко вот написал тот пост про то, что все так очень удивительно. Может быть, я по этому поводу немножко расскажу. За счет того, что вот все вот эти вот ковиды, операции, все вот эти проходили, очень сильно много страхов вычистилось из массового сознания, потому что они то были внизу, и как будто когда что-то не видно, оно как будто и его и нету. А как только начинает приходить что-то новое там, они начинают подниматься. И вот с ковидом и с операциями куча страхов было поднято и осветлено, и благодаря этому появилась возможность, чтобы новое пришло. И сейчас новое приходит очень конкретно, очень интенсивно, и каждый из вас может это почувствовать еще легче, чем раньше, и это вообще такой кайф, что раньше нужно было пробиваться вот через эти слои плотные атмосферы и вот этого массового сознания, а сейчас все гораздо легче, и это просто прекрасно. Вот что мы можем просто с вами вот так вот сидеть, общаться, я сам с собой или мы с вами. Вот, в общем, просто... Сложно даже сказать, сложно описать, насколько это вообще грандиозно и насколько все это прекрасно, насколько я прекрасен, насколько каждый из вас прекрасен. Это просто неописуемо на самом деле. Если вы уже это осознаете, вы уже чувствуете себя лучше, интереснее, настроение, вот, и вообще просто позитив, я не знаю, что сказать. Вот разные, конечно, моменты бывают, когда мы вот выходим вот из этого вот состояния, грубо говоря, сна, в состояние пробуждения, когда мы перестаем все делить и начинаем осознавать себя более полными, что есть наши разные грани, и начинаем больше принимать, больше нас разных, потому что принято же хорошим быть хорошо, плохим быть плохо, поэтому мы либо ударяемся в одну «я хороший» и плохого «это не я», это все они. Либо наоборот, я обиделся, я обиделась, я плохая или плохой, и все. Забудьте о том, каким я был прекрасным. И вот эта вот грань, вот так, качельки такие работают, поехали. А чтобы вот это вот объять, нужно выйти за пределы вот этой ограниченной линейной и сказать: а я могу быть и классным, и веселым, и позитивным, и могу, если что, например, прожить раздражение, или усталость, или грусть, да все что угодно. Все живые, все испытывают в той или иной степени эти эмоциональные горки с большей или меньшей интенсивностью, в зависимости от степени осознанной. Вот, здорово, Ольга, супер, приходите. Я так понимаю, я надеюсь, что будут эти записи, трансляций. Вроде они должны быть где-то в моих видеозаписях. Вот, поэтому спасибо, что пришли. Да, просто здорово, что вообще можно так вот сесть и пообщаться. Просто в легкости и в кайфе, на самом деле. Это просто очень круто. Что еще я могу сказать? Я могу сказать огромное количество, я всех, на самом деле, рад видеть, чувствовать. Вот. И, ну, возможно, в конце, например, встреч будут какие-то, типа, как мини-медитации такие, знаете, когда, ну, какую-нибудь музычку, может быть, включим, там, что-нибудь такое, ну, как пойдет. В общем, благодарю всех, Лилия, Ольга, всех благодарю, спасибо большое. Вот, ну и до встречи в понедельник, если кому интересно. Пока-пока. Благодарю.